Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре один из моих любимых танков, ИС-2, 100% отметка, все три отметки есть. Вот, двухстволка, да, советский тяжелый танк, проходная прокачиваемая ветка 8-го левела. Ну и, конечно же, как и любой свой обзор, я предлагаю начать с бронирования ИСа-2 двухствольного. Погнали. Итак, коллижная модель нашего ИСа двухстволочки. Ну и давайте по порядочку. НЛД 155 перейденки снизу, 182, 180, центральная часть 220, ВЛД 110 мм, снизу 180, сверху 190, вот, люк мехвода 220, над вот щелочкой есть 183. Щеки надгусеничных полок у нас рикошетные, куча брони, сюда ему лучше вообще не стрелять. Под башней есть щель 180, и это надо помнить. Теперь сама башня, маска орудия 237, вот, вверху там 500, между стволами 260, вот, а самая ослабленная у нас сферическая башня спереди, по передней части, ну и, соответственно, самая ослабленная зона вот здесь вот эти пятаки, это 240, вот. Дальше 237 чуть-чуть выше вот здесь, и все остальное пошло 250, 280, 300, 400, 500, 600, короче, жесть. Верхняя планка у нас 52 мм и пробивается только по правилу трех калибров орудием более 156 мм. То есть планочка не бьется, она рикошетная. Лючок у нас 100 мм, приведенки 104. Вот, ну, есть еще вот как бы люк, ну, там он кусочек торчит, там его вообще не попасть, не пробить. Вот, 90 мм боковое бронирование, вот у нас танкует от борта он абсолютно спокойно. Вот, даже можно, ну, не сильно, конечно, перекручивать, но можно более такой угол брать. Вот, соответственно, по корпусу среднее бронирование, по башне комфортная, хорошая, крепкая башня с небольшим лючком. Но все-таки сюда закидывают. В первую очередь потому, что он расположен в передней части башни. Вот такая вот броня. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть основные модули. У нас два типа пушки. Вот, обе. Нет, это 7-го левела, прошу прощения, и 8-го на топе. Основное отличие это бронепробитие и альфа. Но надо понимать, что пушка с меньшей альфой быстрее заряжается. Что тут даже говорить. 5,5 секунд, здесь 8,5. Вот, КД между выстрелами, кстати, здесь тоже комфортнее. На стоковой пушке 2,5 секунды вместо 4 на топовой. Вот, 0,38 точность одинаковая, время сведения на топовый хуже. Ребят, ну здесь хорошая альфа. Играть вот на этой пушке от нищей альфы, борясь с тяжелыми танками, конечно, это будет тяжело еще и вот с таким пробитием 212. Хотя, в принципе, можно играть на этой пушке и играется нормально там. Но рекомендую все-таки топовую. Башня у нас отличается бронированием. Здесь плюс 20 брони в лоб, 140 от борта и сзади чуть больше. Быстрее башня топовая поворачивается и еще плюс 20 метров обзор увеличивается. Обязательно качать топовую рацию. Топовый двигатель тоже нужен, ибо ну, у нас здесь 680-750% 10 подвижности вам даст. Ну и по поводу ходовой плюс 10 те же процентов подвижности на месте вам тоже прибавит. По полевой модернизации. Во втором блоке вездеходную ходовую. Притирку. Так, стоп, а сколько у нас там? Ну, это все-таки танк тяжелый у нас, поэтому притирку шествия наведения нам лучше бустануть. И звукоизоляцию в пятом блоке, и вторым слотом я бы поставил на мобильность. Вот. Когда буду качать, так и сделаю. По оборудованию. Немножко отличается оборудование у нас здесь от стандартного комплекта для тяжелых советских танков на 8-м левеле.
в основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, однозначно ставите закалку, однозначно ставите стаб. И, к сожалению, на этот танк нельзя поставить досл. Поэтому я вам рекомендую сюда ставить что? Как я, вентилятор. Можете поставить УМП даже. Можете поставить даже усиленные приводы наводки. Ну, либо, наверное, наилучшим вариантом вместо вентилятора здесь может зайти турбонагнетатель. Улучшите подвижность танка. По снарядам основной ББХ летит почти косарь нормально. Голда подкол летит 1250 зачетно. Снаряжение ремка аптечка, автоматический огнетушитель. 5 членов экипажа, у нас 2 заряжающих, у нас же 2 ствола. Вот с каждой стороны сидит по заряжающим. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По УВН минимально комфортный УВН. Да, в отличие от большинства советских тяжелых танков, у нас даже есть УВН минус 7. Минимум, но есть. Вот, что прям уже неплохо. По ХП у нас при такой сборке стандартный такой параметр 1650. По мобильности 3-4 вперед, 12 назад, почти 15 лошадей на тонну удельной мощности. Именно поэтому я говорю, что вместо вентилятора сюда можно все-таки поставить турбину, которая вам даст плюс 4 километра вперед в час. Да, это будет 38, а это уже жир. По обзору 3,72 метра, стандартный параметр для всех совков тяжелых на 8 левеле. По плюсам, минусам машин. А почему же все так любят эту машину и чем она так всем нравится? Вот когда вы ставите на эту пушку стаб, у вас 2 ствола. Против конкурентов, в которых нет барабанов, там, кто играет там из третьей, да много раз других танков, у вас в стволе уже всегда есть 2 снаряда. И да, между ними, между выстрелами КД в 4 секунды. Но это в любом случае игра на этом танке про размен ХП. Вам враг дает одну тычку на циклической пушке. Вы успеваете врагу дать 2 тычки и смотаться там, спрятаться за угол или еще чего-то. То есть это преимущество? Преимущество. Вот именно и любит эту машину вот за этот момент. Да, это не барабан, это 2 ствола, но в любом случае вы можете выписать кому-то почти 800 урона, а вам выпишут там 300, ну может 350, 390. Поэтому это выгодно. По плюсам и минусам машины. По подвижности, ну минус скорее. По бронированию, да в принципе плюс. От борта играет, броня крепкая, в башне в первую очередь, да и корпус вполне себе неплохой. Вот, плюс. По пушке, плюс. Да, у нас сведение не самое лучшее, да, у нас УВН и минималь, но они хотя бы есть минус 7, поэтому плюс. Вот, по обзору ни плюс, ни минус. По количеству ХП тоже стандарт ни плюс, ни минус. Поэтому реализация танка от брони и пушки. Размен ХП в первую очередь. Предлагаю уже отправляться в бой. Поехали, погоняем, посмотрим. А что такое из 2.2? Поехали. Так, обзор боем у нас из 2.2, двухстволка. Тяжелый советский танк. Проходная прокачиваемая ветка 8 левела. Угу. Да. Сейчас запотеем. На 3 отметки 2800 на нем надо давать. Опять же связано с тем, что очень комфортное орудие на этой машине. Да. Но десятки и девятки, к сожалению. Ладно. Все, мы зарядились. Так, Лёва на низ пошел. Розовый какой, салат поел. Сель под шубой, да.
Так. Надо аккуратненько. Не попали. Супер конь у них туда. Это плохо. У него УВНы, а у нас нифигены. Да. Сейчас получит. Получил. Что там 283 делает? 55-ка прошла в спину ко льву. Ерунда какая-то. Конь интересуется. Поедет, нет? Ну я на центре один, нельзя центр оставлять. Эти сейчас полезут скоро. Должны. Нормально, внизу растащили вроде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот дает на коне. Уничтожен. Коника сливать надо. Слили коника. Так, а что у нас? Все на зеленочке плохо, да? На 283 помогать. Там, правда, 705. Черт побери. Футур летит. Такое. Я его особо-то и не пробиваю. Ну, ребята,
Чё мог, то в этом бою сделал. Тут уже как бы с десятками такое себе. Мы не воины. Сейчас в спину уже зайдут. Да. Пробили. Ты что там задумал? На ВЗ. О! Да не, это ангар. Это ангар, ребят. Трёху дали. Не, это не тащится. А может и тащится. Ну, 3300 есть, но 12 хп, сами понимаете. Чарфутур вон аж куда заперся. Угу. Умник. Не, давайте выживем лучше в этом бою. Победа. Ну, ребята, с десятками, с девятками в бою 3К дали, 3 даже суммы 3400. Хороший результат. Играли на реально на 3 отметки. У нас на отметку надо 2800. 100% отметки мы на этом танке подтвердили, да. Хороший, комфортный танк. Из 2.2 это огонь. Это огонь. Единственное, кстати, я сейчас заметил, у меня кнопка не настроена на двухстволку. Так бы эффективнее бы бились. Ребят, второе место заняли на 8-м левеле против десяточек. Да. Вот так. Проходя ветку, из всех двухстволок, на мой взгляд, вот прям на мой взгляд, субъективный, вот этот танк 8-го левела комфортнее, чем ИС-3-2 и комфортнее, чем СТ-2 по пушке и по геймплею. Ну и опять же надо учить, что вы будете драться с 8-ми левелами, иногда с 9-ми, с 10-ми, но танк офигенный. Он как прем-танк, реально. Прямо вот настолько комфортный. Ребята, кто качает ветку или у кого есть этот танк в ангаре, пишите свои комментарии для ребят, которые только качают ветку, либо катаются на этой машине. Танк огонь. Танк реально огонь. На мой взгляд, по 5-бальной системе 4 с плюсом. Ну куда уже выше отметка. Прям до имбочки не дотягивает, но в целом огонь. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.